Резиденция Путина оцеплена, ключевая трасса перекрыта, снос одного из зданий на Валдае. Вокруг дачи хозяина Кремля творится что-то странное. Начался вывод войск, техника и военные покидают ключевые базы в регионе. Кто, почему и зачем принял такое решение? Смерть в окружении Путина, трагедия в большой семье. Не стало одного из самых влиятельных соратников главы Кремля. Он мог умереть не своей смертью, все расскажем. Расстрел депутатов в России. В Госдуме идут на отчаянный шаг. За какие проступки введут крайнюю меру? Самолет врезался в небоскреб в столице. Жуткое ЧП, страшные кадры облетают сеть. Что произошло? США, похоже, решили добивать Россию вместе с Украиной. Нанесен удар, которого Кремль ждал со страхом. Экономика летит в бездну. Доброе субботнее утро. Выходные начинаются, но события в мире не останавливаются ни на секунду. Главное, что нужно знать прямо сейчас, расскажет команда Нехта и я, ее ведущий Степан Путила. США, похоже, решили добивать Россию на пару с Украиной. Нанесен удар, которого Кремль ждал со страхом. США снова включили нефтяные санкции против РФ. Против Роснефти и Лукойла. Дело в том, что весной, когда из-за войны с Ираном перекрыли Ормузский пролив и мировые цены на нефть взлетели, Вашингтон временно ослабил хватку. Сделал для российской нефти поблажку, чтобы сбить цены. Россия на этом успела урвать $2 с лишним миллиарда. Но лафа кончилась. Армуз открыли, цены упали. И поблажку убрали. Теперь все сошлось для Москвы хуже некуда. Нефть подешевела вдвое, санкции вернулись, рубль валится. Кажется, кое-где нервно покашливают. Известно всем. На Валдае вокруг резиденции Путина творится что-то странное. Сперва полиция без объяснения причин перекрыла платную трассу М-11 в обе стороны. По данным агентства, почти на 90 километров. И до самого вечера причин не называли. А следом украинские телеграм-каналы выкатили кое-что погорячее. Публикуются спутниковые кадры до и после, на которых здания на территории путинской дачи Ужин, судя по всему, больше нет. Будто бы его попросту снесли. Официально, само собой, ничего не подтверждается, но версия в сети гуляет громкая. Дачу спешно убирают с глаз, пока ее не настигли украинские дроны, чтобы не позориться на весь мир пылающей резиденцией хозяина. Тем более именно на Валдай, по словам Зеленского, Кремль сейчас стягивает ПВО, прикрывая Путина. Вот и думайте, дача, которую стало опаснее держать, чем снести, то еще достижение. Трагедия под носом у Путина. Умер один из самых влиятельных людей его окружения и первый ушедший ровесник из ближнего круга. На 73-м году жизни не стало Сергея Иванова, экс-министра обороны и бывшего главы кремлевской администрации, соратника Путина еще со времен питерского КГБ. В сети это уже окрестили началом гонки на лафетах. Верхушка-то стареет вся разом. Моя физиономия уже многим надоела. Что в окружении Путина, и что вообще надо менять людей, что нельзя бесконечно сидеть на одних и тех же должностях. Ну и, честно говоря, я знал, что вслед за мной последует еще масса других. Но и здесь интрига. Близкий к российским спецслужбам канал ВЧК ОГПУ утверждает, что со смертью Иванова не все чисто, будто бы он скончался сразу после ночных посиделок с давним другом, советником при директоре ФСБ, который и сам после той встречи угодил в больницу. Подтверждений этому нет, за что купили, зато и продаем. Официально причину смерти не называют. Иванова, к слову, Путин в свое время отпустил на покой без посадок и опалы. Редкая для кремлевских судьба. Помните, как Путин спускался на батискафе на дно? Это не он, это манипулятор. Так вот, история повторяется. Он вновь пробил историческое дно. Причем по собственным же опросам доверие к нему рухнуло до минимума за всю войну. Это данные не вражеские, а кремлевского же фонда ФОМ. И обвалилась ровно после того, как ВСУ влепили рекордный удар по Москве, а страну накрыл бензиновый кризис. Народ впервые ощутил войну на своей шкуре. Забавно только, что другой, еще более ручной опросник, государственный ВЦИОМ, в те же дни рисует Путину наоборот рост. Две конторы, обе на Кремль, а цифры противоположные. Так где же правда? И какой на самом деле рейтинг у Путина? Напишите в комментариях. Ну а падает не только рейтинг. В эти же дни следом за обвалившейся нефтью посыпался и рубль. Худшая неделя с 22 года. Доллар перевалил за 78. Тут все взаимосвязано. Горят НПЗ, пустеют заправки. Дешевеет нефть, слабеет рубль. Прилетает по Москве, тает доверие. Костяшки домино посыпались разом, и все в одну сторону. Как это понимать?
США отводят войска, и это уже не угрозы, а отступление. Оказывается, в недавней войне с Ираном крепко прилетело и самой Америке. По данным The Wall Street Journal, под удар попали около 20 военных баз США на Ближнем Востоке, а на главной базе 5-го флота в Бахрейне иранские ракеты и дроны разнесли штаб вдребезги. И теперь Пентагон уводит силы подальше, сворачивает базы в Кувейте и Саудовской Аравии, рассредотачивает войска, часть перебрасывает под защиту Израиля, и новые командные пункты прячет глубоко под землю. Вывод глобальный. Даже американские супербазы оказались беззащитны перед роем дешевых дронов и ракет, ровно тем оружием, которым Украина сегодня громит российские тылы. Эпоха неуязвимых гигантских баз заканчивается на глазах. Скрытая мобилизация все чаще оборачивается народным гневом. После Пензы полыхнуло и в Свердловской области. На фронт тайком без адвокатов повезли отказников. Тех, кто сбежал с войны и готов сесть, лишь бы не возвращаться в окопы. Жены и матери встали живой цепью и перекрыли автобусу дорогу. Автобус все равно прорвался. 20 человек увезли под крик матери, что уже похоронила на этой войне мужа, а теперь провожала сына. Горькая картина. Вот только кто звал их в чужую страну с оружием? Не шли бы убивать соседей, не пришлось бы теперь хоронить своих. Война доходит до каждого. Людей как собак вылавливают на улице, да? То у нас-то ребята идут добровольно, сами идут. Польша и Украина опять не поделили историю, и ссора разгорается. Еще 3 польских политиков демонстративно вернули Украине свои награды. Бывший министр обороны, экс-глава МИД и экс-маршал Сейма. Это уже цепная реакция. Сначала президент Польши Навроцкий лишил Зеленского высшего польского ордена Белого Орла. В ответ свои польские награды стали возвращать украинские экс-президенты. Теперь поляки шлют обратно украинские. Обмен любезностями пошел по кругу. Это еще не пик, поверьте. Будет продолжение, если все хоть немного не остановятся. Оцениваю это как ошибку, причем страшную ошибку. С соседями нужно поддерживать хорошие или хотя бы нейтральные отношения, иначе будет так, как с Россией. Вспыхнуло все из-за исторического спора. Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя героев УПА, что в Польше с ее памятью о волынской трагедии восприняли крайне болезненно. Это давний и запутанный для обеих стран узел. Но теперь даже в Киеве трезвые головы признают, это свара, оплошность обеих сторон. И главное, кому она на руку? Ответ очевиден. Единственный, кто потирает руки, глядя на ссору двух соседей, сидит в Москве. Что характерно, в те же дни в польском Гданьске, где шла конференция по восстановлению Украины, фиксировались попытки провокаций с польской символикой, ровно чтобы подлить масло в огонь. Так что пока Варшава и Киев бьют по больному друг другу, в выигрыше остается только Кремль. В Госдуме, похоже, придумали, как разом избавиться от половины своего состава. Депутаты на полном серьезе предложили вернуть в России смертную казнь, расстреливать за коррупцию, которая подрывает обороноспособность страны. Логика такая: своровал на строительстве военных объектов, на оружие и поставках в армию — это уже не воровство, а измена родине, за которую к стенке. Мы считаем, что подобные преступления нужно приравнять к шпионажу и государственной измене, так как по своей сути они также являются предательством национальных интересов. Идея, может, и звучит грозно, вот только россияне в комментариях мигом подметили ее главный изъян. А кто, собственно, в Думе-то останется? Воровство на госзаказе и распилы на оборонке в России — это не баг, а, считай, основа системы. Так что если такой закон и правда принять и применять всерьез, это будет не борьба с коррупцией, а массовое самоубийство всей вертикали разом. Оттого и в успех затеи никто не верит. Скоро этот закон сами же и отменят, резонно замечают в сети. Если примут, добавляют. Жуткое ЧП в столице. Самолет врезался в самый высокий небоскреб города. Легкий самолет на полном ходу влетел в башню Ситик Тауэр, она же Чайна Зон. Это 528-метровый гигант в самом сердце Пекина, 109 этажей. Очевидцы сняли страшные кадры. По фасаду небоскреба сыплются вниз горящие обломки. На земле оторванный хвост самолета. Здание спешно эвакуировали. На месте пожарная, полиция, скорая. Что именно произошло, пока не ясно. По предварительным данным, это был легкий частный самолет местной авиакомпании, сильно отклонившийся от маршрута. Теракт, ошибка пилота или отказ техники официально не сообщают, о пострадавших данных пока нет. Любопытно вот, что Пекин — один из самых охраняемых городов мира, где с мая даже дрон без разрешения властей в небо не поднять. И на этом фоне прямо в его главную башню прилетает целый самолет. Как такое стало возможным, Китаю еще
вероятно, предстоит объяснить. А Кремль нашел себе нового грозного врага – армянскую рыбу и продукты из нее. Россельхознадзор запретил ввоз вообще всей рыбы и морепродуктов из Армении, якобы за нарушение. До нее под раздачу уже попали армянские цветы, овощи и коньяк. Причина проста – Ереван дрейфует к Европе, вот Москва и мстит. А все высокомерие к союзнику ранее уже выдал их же эксперт. В Армении 3 миллиона человек, в России 146. Эти 3 миллиона не накормят 146 миллионов. Так что это была дружеская помощь с нашей стороны. Вот таких друзей Кремль и теряет один с другим. А вы как думаете, кто без кого быстрее обойдется? Пишите в комментариях. Нечего вам делать в России. Стыдно за них. Вычислять по соцсетям тех армян, которые поддерживают Пашиняна. И все. Въезд в Российскую Федерацию запрещен. Обстановка накалена до предела, Европа плавится, и это уже не фигура речи, это смертельно. Континент накрыла сильнейшая жара за всю историю наблюдений. Местами плюс 45. В Испании за 4 дня погибли больше 200 человек, во Франции за сутки 55. Среди них и полуторагодовалый малыш в раскаленной машине. Самая коварная — тропические ночи, когда и ночью под 30 сердце работает на износ без передышки. А почему так? Над Европой завис гигантский тепловой купол. Антициклон, как крышка на кастрюле, накрыл регион и запер раскаленный воздух. Эта крышка уже ползет на Россию. В Калининграде ждут плюс 38, Москва на 7-9 градусов выше нормы. Пик в первые дни июля. А есть у этого пекла и сторона курьезная. По сети расходятся кадры, где асфальт растекается под ногами, а народ жарит яичницу прямо на подоконнике. Histoire d'avoir mon petit-déj à l'anglaise, bien comme il faut, bien mérité. Гнутся рельсы, ломаются кондиционеры в музеях, Лувр и Эйфелеву башню закрывают раньше времени. Дошло и до шоколадного кризиса, какао-масло тает уже при плюс 30, и британские кондитеры спешно сбывают растаявший шоколад как коктейли. Вот что значит кондитеры без кондиционеров. А пока изнеженная Европа изнывает, в соцсетях вирусится видео из Китая. Там прохладу гоняют, даже в свинарниках. Показуха или нет, ну вот такая тебе отсталая Азия. Ну а на этом пока все. Спасибо, что были с нами. Увидимся уже вечером.